Бисмиллахир-рахманир-рахим. Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл видеороликов, дающих общее представление о принципах работы современных технологий. Для того, чтобы понимать, каким образом работают современные сложные устройства, мы с вами рассматриваем историю развития каждого устройства с самого начала. На прошлых видеороликах мы с вами коротко коснулись тем хранения информации, которыми Всевышний наделил человека. И пока что мы с вами изучили только два возможных технологии хранения информации на носителях. Первая – это технология письменности в виде буквенных символов. Другими словами, мы с вами прошли этап письменности от начала до изобретения печатных машин. И второе, мы с вами изучили технику хранения информации в виде запечатленных на носителях изображений. Другими словами, мы с вами эволюционировали до камер обскура, а это первые этапы до создания фотоаппарата. Сегодня мы с вами изучим третью технологию хранения информации, а это хранение звуков. Или другими словами, мы с вами изучим принцип работы фонографа, а это первые этапы для создания виниловых пластин и диктофонов. Предлагаю для начала изучить принцип работы первых созданных человеком диктофонов. Вместо кассеты или флешки, на которой сейчас записывают звук, предлагаю использовать материал, доступный практически каждому человеку. Давайте попробуем записать звуковые дорожки на поверхность пластиковой бутылки. Считывать, или другими словами слушать записанную на пластиковую бутылку запись, будем с помощью обычного пластикового стакана. Кстати, в качестве микрофона для записи на пластиковую бутылку звуковых дорожек у вас будет выступать этот же стаканчик и обычная швейная иголка. Кстати, все изучаемые нами технологии пока работают без использования электричества, так как человечество еще не изучило принципы электричества. Давайте для начала посмотрим, что у нас примерно должно получиться в результате. А теперь рассмотрим то, как можно собрать такое устройство самому. Для того, чтобы собрать такой диктофон, нам понадобится деревянная рейка, петля любая в принципе, шпилька резьбовая, их в принципе можно найти в большинстве строительных магазинов, гайки 2 штуки, пластиковый стаканчик и швейная иголка. И конечно же сама пластиковая бутылка. В итоге у нас должна получиться примерно такая конструкция для записи и воспроизведения звуков. Или другими словами, это фонограф, или сегодняшним языком это нечто вроде диктофона. Итак, начнем изготовление корпуса самого фонографа. Для начала давайте заклеим гайки на 2 кусках деревянной рейки. Далее эти 2 рейки соединим 3-й рейкой. И вуаля, это и есть корпус нашего фонографа. Теперь давайте сделаем держатель для записывающей и воспроизводящей головки. Или другими словами, сделаем держатель для стаканчика с иголкой. А для того, чтобы записывающая головка могла вести разные дорожки, прикрепим петлю, чтобы стаканчик с иголкой могли соприкасаться с бутылкой необходимым образом. Далее, для того, чтобы иголка могла писать дорожки в линию, прикрутим к гайкам резьбовую шпильку. Кстати, посередине шпильки можно сразу поставить пластиковую бутылку. Это и будет нашим виниловым диском или флешкой. Ну и для удобства можно прикрутить ручку, чтобы было удобно крутить дорожку с диском. Или другими словами, чтобы крутить шпильку с бутылкой. Вот что у нас в итоге должно получиться. Кстати, на рисунке вы можете видеть черную микрофонную петличку. Она здесь чисто для того, чтобы звук был записан на компьютер тоже. Проще говоря, вам не нужно его ставить. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Давайте протестируем. Перематываем обратно. Теперь к
когда вы знаете, что даже пластиковая бутылка может выступать в качестве носителя информации, или другими словами, когда мы знаем тот факт, что даже бутылка может иметь память, что вы скажете, если я скажу, что Земля тоже может запоминать? Рассказывают, что сподвижник Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал этот аят, то есть имеется в виду 4-й аят суры Аль-Зальзаля. Он спросил, знаете ли вы, что означают слова «расскажет свои вести»? Люди сказали, Аллах и его посланник лучше знают. И он ответил, слова «расскажет свои вести» означают, что земля является свидетелем всех дел, совершенных на нем каждым из рабов Аллаха. Она скажет, он сделал то-то и то-то, в день такой-то и такой-то. Это и есть «расскажет свои вести».